Сегодня мы рассмотрим еще одну неисправность BMW X5 и 53 кузов, а именно самопроизвольное открытие стеклоподъемников. Поворачиваем ключ зажигания во второе положение, и наши стеклоподъемники самостоятельно начинают опускаться. Также не работают центральные замки, машина не открывается и не закрывается. Также пропала возможность привязки ключей. Для того, чтобы устранить данную неисправность, нужно добраться в то место, где у нас находятся блоки управления. Нам понадобится снять нижнюю часть перчаточного ящика, пластиковую, сам перчаточный ящик и воздуховод. Далее нам нужно снять два пластиковых фиксатора нашей пластиковой панели. Находится один фиксатор здесь. Проворачиваем его против часовой стрелки и снимаем. Второй фиксатор находится у нас справа. Проворачиваем его против часовой стрелки и снимаем. Так выглядит наш фиксатор. Откладываем его в сторону. Далее нам необходимо отслонить нашу пластиковую панель. Выводим ее на себя. Откладываем. Далее можно снять разъем подсветки. И снимаем нашу пластиковую панель. Пластиковая панель фиксируется на направляющих. Ее необходимо потянуть на себя и вывести вот с этих белых направляющих, которые у нас находятся в нижней части торпеды. Так выглядит нижняя пластиковая панель. Далее нам нужно снять фиксатор направляющий перчаточного ящика. Для того, чтобы снять фиксатор направляющий перчаточного ящика, нам понадобится отвертка. Нам нужно поддеть фиксатор и выдвинуть его в сторону. Теперь можно снимать фиксатор направляющий перчаточного ящика. Далее можно полностью раскрыть крышку перчаточного ящика. Выводим пластиковый упор с правой стороны и раскрываем наш перчаточный ящик. Теперь у нас появляется хороший доступ к крепежным винтам. Один винт находится у нас в нижней части перчаточного ящика, вот здесь. И второй винт находится с правой части перчаточного ящика, вот здесь. Сейчас мы будем их откручивать. И откручиваем крепежный винт в нижней части перчаточного ящика с правой стороны. Далее нам нужно вывернуть 4 винта в верхней части перчаточного ящика. Откручиваем. Один винт. Второй. Третий. И четвертый винт. Также нам понадобится снять плафон подсветки вещевого ящика и отстегнуть разъем. И снимаем вещевой ящик в сборе. Отводим в сторону вещевой ящик. В задней части вещевого ящика есть 3 направляющих. Они фиксируются вот в этом месте. При установке вещевого ящика необходимо попасть этими 3 направляющими вот на эту тягу. Для полного снятия вещевого ящика нам понадобится снять провод подсветки вещевого ящика. Отстегиваем его с посадочных мест. И снимаем разъем. Так выглядит пространство сразу за вещевым ящиком. Итак, после того, как мы сняли в сборе перчаточный ящик, нам нужно снять пластиковую часть воздуховода с правой стороны. Нам нужно отщелкнуть фиксатор, отводим его в сторону и снимаем пластиковый воздуховод. Так выглядит пластиковый воздуховод. И обратная его сторона. Откладываем в сторону. После того, как мы сняли воздуховод, мы видим блок белого цвета с 3 разъемами. Для того, чтобы снять блок комфорта
GM3 с посадочного места. Нам нужно отщелкнуть с правой стороны блока фиксатор. Находится он у нас вот здесь. И с левой стороны блока отщелкнуть также фиксатор белого цвета. Отщелкиваем фиксатор, подтягиваем блок на себя и снимаем блок комфорта с посадочного места. На блоке комфорта GM3 у нас всего 3 разъема. Один большой черного цвета и 2 разъема поменьше. С левой стороны черного цвета и с правой стороны белого цвета. Для замены блока понадобится отстегнуть всего 3 разъема. Начнем с разъема белого цвета. Необходимо нажать на фиксатор в этой части разъема и отвести в сторону фиксирующую скобу. И отводим разъем в сторону. Далее черный разъем меньшего размера. Необходимо нажать на фиксатор и отвести фиксирующую скобу в сторону. Снимаем разъем. Далее остается самый крупный разъем. Для того, чтобы снять крупный разъем, нам понадобится отвертка. Необходимо установить отвертку в эту часть разъема и поддеть в левую сторону. Можно воспользоваться отверткой помощнее. И подводим фиксатор разъема в крайнее положение. Тем самым рассоединяем наш разъем с блока комфорта. Так выглядит разъем, внутренняя его часть, и разъем со стороны блока GM3, блока комфорта. Так выглядит обратная сторона блока комфорта GM3. Номер, возможно, кому-то пригодится. Далее можно приступить к установке разъемов. Начнем с самого крупного разъема. Устанавливаем его в посадочное место. Попадаем в направляющие. Нажимаем на пластиковый фиксатор и защелкиваем разъем. В таком положении должен быть фиксатор разъема. Далее приступаем к установке второго разъема черного цвета. Устанавливаем его в посадочное место и защелкиваем скобу. Так, приступаем к установке разъема белого цвета. Устанавливаем его также в посадочное место и защелкиваем скобу на разъеме. Наши разъемы на месте. Фиксаторы находятся в таком положении. И проверяем. Поворачиваем ключ зажигания во второе положение. И наши стеклоподъемники стоят на месте. И проверяем центральные замки. Машина теперь закрывается и открывается. Также появилась возможность привязки ключей. Неисправность была в блоке GM3. Можно приступать к установке блока. Заводим блок комфорта в посадочное место. И защелкиваем блок комфорта в посадочном месте. Нажимаем на него и проверяем защелки с правой стороны в верхней части блока и с левой стороны проверяем защелку. Защелка на месте. Можно устанавливать воздуховод на место. Приступаем к дальнейшей сборке. Нам нужно установить пластиковый воздуховод на место. Заводим его в посадочное место с левой стороны. Защелкиваем и устанавливаем на место фиксирующую скобу, которая находится справа. Заводим ее и защелкиваем. Готово. И приступим к установке перчаточного ящика. Заводим перчаточный ящик в
посадочное место. Перед тем, как защелкнуть наши направляющие, нам нужно установить разъем дополнительного освещения на место вспомогательного фонаря. Далее нам нужно проложить проводку подсветки перчаточного ящика. Защелкиваем проводку в направляющих пластиковых. Так, и выводим наш разъем вовнутрь перчаточного ящика. Устанавливаем перчаточный ящик направляющими в посадочные места на тяге металлической. Открываем перчаточный ящик. Проверяем посадочные места. Далее прикручиваем верхние крепежные болты перчаточного ящика. Всего 4 штуки. Один. Второй. Третий. И четвертый. Крепежный винт. Поджимаем. Отлично. Далее нам нужно полностью откинуть крышку перчаточного ящика для доступа к нижним крепежным болтам. Подключаем плафон подсветки перчаточного ящика. И устанавливаем его в посадочное место. Далее закручиваем крепежный винт с левой стороны перчаточного ящика, нижней его части. Поджимаем. И закручиваем крепежный болт в правой части перчаточного ящика. Поджимаем его. Достаточно. Далее заводим правый упор перчаточного ящика в посадочное место. Подводим упор перчаточного ящика. И защелкиваем фиксатор упора перчаточного ящика. Готово. Можно закрывать перчаточный ящик. Далее устанавливаем нижний пластик, который находится под перчаточным ящиком. Первым делом подключаем разъем подсветки. Заводим пластик. Попадаем в направляющие. Далее устанавливаем пластиковые фиксаторы. Один фиксатор находится у нас с правой стороны. Защелкиваем. Второй фиксатор находится у нас с левой стороны, вот в этом месте. Защелкиваем по часовой стрелке. И закручиваем последний крепежный винт нижнего пластика. И поджимаем. Подписывайтесь на канал, переходите на другие мои видео в описании под этим видео. До встречи на канале.